Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас на берегу реки Клязьма, город Долгопрудный, всего 5 минут от Московской кольцевой автодороги, уже начинаются вот такие вот интересные, необычные места. Сегодня посмотрим с вами плавучий дом. Да, два таких мы уже с вами смотрели, один в Дубае, но тот был скорее плавучая дача, он стоит на одном месте и никуда не ходит. А второй это в городе Майами, но там была тоже проблемка, мы не смогли попасть внутрь. Сегодня оба эти недочета мы, так сказать, исправим, потому что наш плавучий дом это еще и судно, то есть он может полноценно ходить, как вот эта вот яхта, а также мы с вами зайдем внутрь, посмотрим, что к чему. И третье, прям настоящий бонус-трек и самый приятный, поговорим с его владельцем. Зачем еще люди покупают такие штуки? Потому что стоят они, мягко говоря, очень даже недешево. Обзор, поехали! Ребятки, сначала несколько общих, но очень интересных фактов о хаусботах. Так вот, заходим, как обычно, в Википедию, и там вот что написано. Плавучие дома или хаусботы представляют собой специально сконструированные дома, поставленные вместо фундамента на плавучую платформу, которая называется понтон. Вот она вот там вот внизу. Некоторые хаусботы не имеют мотора, так как постоянно пришвартованы, а у многих, наоборот, и современный мотор, и автономная система электроснабжения. Они способны ходить даже в круизы. Что касается исторических дат, в Соединенных Штатах плавучие дома появились в 1905 году, а уже в 1930 их число достигло 2000. Сегодня плавучие дома также популярны в Германии и Нидерландах, а в Великобритании, вот как пишут, на воде живут более 15 тысяч человек. Интересно. То, что стоит сегодня вот перед нами, а также вот там вот слева, тут очень много вот плавучих домов этой компании, так вот, это дом на воде российско-датской компании Hausboot. И можно много им, так сказать, восторгаться, просто ходить там, кнопочки нажимать и показывать, что к чему, но сегодня мы пойдем немножко по другому пути. Мы поговорим с владельцем плавучего дома, он совсем недавно его приобрел, но уже успел позимовать на нем и живет там постоянно. Андрей, здравствуйте еще раз. Приветствую. Так, ребятки, это Андрей, это ваш плавучий дом. Да, это наш хаусбот. И вы сюда пришли своим ходом буквально вчера. 2 дня назад, да, мы сюда пришли из Royal яхт-клуба, до сюда дошли своим ходом за 4 часа примерно. У нас есть номер, все, мы полноценный участник движения водного, да. Есть пульт управления, есть моторы, то есть он полностью управляемый. Вот, я за рулем, у меня право ГИМС, значит, все, встали, отшвартовались и пошли. А насколько вот он маневренный? Потому что вот мы видели, сейчас баржа большая плыла, а вдруг вы там схожими курсами идете, насколько он может быстро отрулиться? Ну, нужно, конечно, учиться им управлять. Вот он может разворачиваться на одном месте, как танк. Вот, задний ход может давать. То есть, вот, ну, есть определенные сложности, вот, ну, нормально управляемые, все, дошли, никуда не врезались. А сколько скорость максимальная? Мы шли примерно 8 км в час. Такая крейсерская скорость у нас была постоянно. Разгоняется он, ну, наверное, до 10 максимум. У меня, на самом деле, вопросы вот миллион прямо сейчас в голове они формируются, и мы точно какие-то вот забудем задать, и нас потом скажут, а что вы вот это не спросили, а это... Но вот по порядку. Если вы на нем пришли в марину, какие условия вот стоянки, зимовки там? Ну, надо, на самом деле, договориться, конечно, с самой мариной о месте. Вот, нужно договориться о том, чтобы присоединиться к электричеству, к воде подключиться. Вот. Так. Моя любимая жена подсказывает, да, куда подключается. Это наша колонка, это наше электричество, это наша вода. Если она не подключена к колонке, он спокойно, автономно, значит, может жить без подключения. Он воду берет, значит, насосами из-под днища, забирает. Вот это вот? Да, абсолютно. Так. У него есть система фильтрации, очистки воды. Электричество тоже, у нас есть аккумуляторы, у нас есть электрический якорь, электрической лебедкой. Так. То есть мы можем где угодно, значит, бросить якорь в каком-то безопасном месте, в водоеме, да, и там, собственно говоря, набрав с собой продуктов или съездив за продуктами в магазин на лодочке нашей, Вот, мы можем жить совершенно независимо ни от кого. И даже никому денег не платить, не спрашивать разрешения. Как вы на все это решились? То есть как вы к этому пришли? Я очень люблю воду, увлекаюсь яхтингом, катамаранами и долгое время думал, покупать ли дачу в Москве. Вот. И, значит, несколько раз выезжал, попадал в пробки, значит, потом понимал, что мне не нужна дача в каком-то определенном месте, потому что это много времени займет, туда ездить я не буду и так далее. И потом увидел хаусботы у Саши Климчука. Мы с ним начали общаться. Вот. Я дождался, пока он, значит, изобретет ту модель, которая мне понравится. Вот. Я ее заказал, и вот прошлый май я ее получил. Пожалуйста, расскажите, вот что мы видим вот конкретно вот здесь. То есть все атрибуты яхты, вот грубо говоря, которые вот стоит, да? Швартовка, все, в принципе, как на яхте, как на корабле, все. Вот он швартуется, привязывается.
Здесь у нас вот снизу можно видеть наш якорь. Он управляется у нас вот с пульта управления. Нажимаешь на кнопку, якорь, значит, сбрасывается, опускается. Ну, нужно таким же образом, как ты это делаешь на яхте, закрепиться на место стоянки, чтобы тебя не тащило. И все, потом, когда ты отходишь, кнопку нажимаешь, якорь поднимается, и ты спокойно пошел дальше. Это у вас что такое? Это гриль. Это гриль? Борг-гриль. Я его когда увидел в магазине, он стоил, по-моему, 280 тысяч рублей. А сейчас 1 280 000. Да, не знаю, Ну, сколько сейчас наверное. стоит, может быть. Пульт управления, колодка, да, у кого-то на хаусботах можно увидеть, может быть, увидите, он внутри находится помещение, но мне показалось, что там будет плохо видно оттуда. Подруливающее устройство тоже установили. Вот он налево поехал, вот он направо поехал. Прям чувствуется, он там волну создает. Два движка, да? Два движка, да. У нас Mercury 30-сильные двигатели, слабенькие достаточно. Это экономичные они из-за того, что они не слишком мощные. То есть поставили бы там 300-сильные, гораздо быстрее бы не пошли, но пошли бы, наверное, там, не знаю, 12 км в час мы шли. А это, собственно говоря, газ, да, вот можно вперед, левый, правый двигатель, вместе, да? либо можно левый, допустим, вперед, правый назад, и тогда он будет разворачиваться в эту сторону. И в другую сторону он будет сюда разворачиваться. А вертолет можно посадить да. к вам наверх, туда вот? Сюда нет, не предусмотрено, я не заказывал. чисто Хотя теоретически. у Саши вот на предыдущем его хаусботе, на хелиботе, да, у него стояло 2 вертолета, и там... в Вот принципе, прямо наверху? Да. Нифига себе. Все остальное находится в трюмах, и туда нужно забираться, это сейчас, наверное, мы не сможем сделать. Мы можем один трюм показать. Ну, надо открывать его, да, туда залезать. Ну, давай. У вас кот мебель портит. Кот мебель портит. Берет. Эту мебель мы ему разрешаем портить, вот эту, потому что это пластик. Ого! Так у вас там жить можно. Там и хранить можно что угодно. 4 вот таких вот. Аккумуляторы. Да? Это аккумуляторы для насосов, да. Да, А, вот, и а вот вот здесь там вот еще. система фильтрации как раз стоит. А почему тут какой-нибудь склад не сделать? Там как раз склад у нас. Там, где в том. сухие трюмы, там склад. Блин, так тут можно еще каких-нибудь детей поселить или гостей, или... Не, просто мне любопытно, что столько места, ну не Много, попадает, много. наверное, но не используется активно. Да, двигатель посмотрим. Давайте. Давайте. Так, как называется? Корма? Это корма, да. То есть есть все-таки перед и зад, грубо говоря. Абсолютно. Да. Ага. 2 двигателя бензиновых Mercury, 30-сильных всего лишь. А это что у вас тут? Это сделано специальная там сауна, да, и там, соответственно, под полками такая выемка, да, вот мы ее сделали из нее вот такие вот блоки. Здесь у нас все, что касается электричества, Понятно. АВР стоит Кладовочка. для генератора, да, а здесь у нас газ. А вот еще вопрос. Вот эти все пространства, их можно увеличить, переделать, расширить? Можно сделать любой дизайн, любую площадь. Есть модель Freedom 40, это 40 метров теплого контура, есть 50. Я с Сашей сказал, что я хочу 60 метров сделать. Извините, теплого контура что значит? Теплый контур это вот то, что Пространство внутри, внутри. да, пространство. 60 Получается. метров, и я вот еще говорю, что мы добавляем еще 15, получается 75, поскольку сделали теплую террасу. Поэтому у нас 75 метров. Не меньше наша гордость, да, это вот верхняя палуба. Здесь 70 метров квадратных открытого 70 пространства. Поставили генератор. Вот у нас его в том году не было, и нам его не хватило, поскольку мы пошли в поход. Так. У нас сели аккумуляторные батареи, и мы остались без электричества в походе. Ага, интересно. Вот. А это не работают насосы, это проблема с канализацией, в общем, много разных неудобств вылезло. Вот. Извиняюсь, И, сразу про канализацию, пока не забыли. Куда, так сказать, у вас септик стоит? Или как это организовано? у нее есть, значит, небольшой бак, Мгм. да, как, собственно говоря, у любой яхты. Он там измельчается, это все, вот, и, собственно говоря, там большого вреда не наносит природе. Японский, да, бензиновый генератор до 7 киловатт он мощностью. Он прекрасно у нас отработал, вот мы как раз сейчас в переходе шли. И, в принципе, от него все работало, кроме сауны. Сауна, конечно, ей нужно больше 10 киловатт. Вот, но я думаю, что сауна сауна от можно чего работает? пожертвовать. Только когда ты встал, подключился к колонке, и вот От тогда... с земли. Да. Так а тут, получается, можно какой-нибудь бассейн сделать. Вот у вас тут место. Мы потом уже Батут можно подумали поставить. про джакузи, Да. вот, начали там с Сашей говорить, он говорит, слушай, говорит, ну, во-первых, джакузи, она там будет под тонну с водой весить, какая-то Так. если более-менее большую, вот, и его может перекосить дом сам, потому что О, нам надо интересно. делать развесовку, Мгм.
Вот, и он будет перекошенный, по крайней мере, там, когда ты идешь, точно будет какая-то проблема. Потом, опять же, там надо там потолок более сильно укреплять, чем он сейчас, поэтому мы отказались от этой идеи, хотя было бы, конечно, классно здесь поставить какую-то джакузи, но, может быть, на следующем хаусботе мы так и сделаем. Значит, два нескромных вопроса. Сколько примерно это стоит? Вот этот хаусбот у нас обошелся совсем, ну, если посчитать там с мебелью, там с докупкой какого-то оборудования там, и так далее, ну, примерно 20 миллионов рублей. Яхта же стоит сильно дороже, мне кажется, вот такая. Яхты дороже, они менее комфортные, я считаю, для проживания, по крайней мере. Да. Поэтому хаусбот это просто супер тема, да, особенно вот для дачной истории. Ага. Вот такого вида точно ни у кого нету. Даже среди, не знаю, очень богатых москвичей, которые покупают дома вот с таким видом, но у них проблема, что у них дом стоит на одном месте. И второй нескромный вопрос. Вы чем, если не секрет, занимаетесь? Я вообще всю свою жизнь профессиональную отработал в области мобильной связи. Так, интересно. Я поработал во всех мобильных операторах практически. Последнее мое место работы, я был вице-президентом в компании МТС, отвечал за весь международный бизнес компании МТС. Да, сейчас занимаемся своими проектами, в основном в области мобильной связи, но есть какие-то вот проекты, которые выросли из моих личных интересов. Вот я, допустим, 2 года назад получил паспорт Карибского государства Гренада за инвестиции, да, сам долго, значит, думал, чтобы получить какой-то альтернативный документ, да, который помогал бы мне проще путешествовать. Вот, Вы для путешествий получали? в основном для путешествий. Ну и, наверное, чтобы иметь некий там план B, да, на какой-нибудь случай каких-то катаклизм. Вот. Я выбрал Гренаду, он мне дает безвизовый Шенген. И я понял, что это очень хороший бизнес. У меня хорошая репутация и связи, я могу рекомендовать. Уже более 10 моих друзей получили такие же паспорта Гренады, или получают их. Вот. И я готов помогать людям, кому нужно, значит, вот, подобного рода документ, чтобы безвизово путешествовать, да, в Великобритании проживать. Вот, пожалуйста, обращайтесь, готов всем помочь. Ну и общий, так сказать, вопрос. Не жалеете? Вы все-таки уже там почти год прожили на нем, вот об этой покупке. Абсолютно не жалеем. И более того, мы сейчас, у нас был только хаусбот, когда мы на него поселились. Сейчас у нас есть квартира-офис в Марьиной Роще. И мы боимся, что мы не захотим туда уезжать, особенно летом, поскольку здесь просто потрясающе. Оксана, после вас, да. Показывайте свои владения. Вам комфортно здесь? Вот сразу вопрос. Очень. Прям как в настоящем доме? Да. Вот по-честному. Очень, да, очень комфортно. Как в настоящем доме. Вот, посудомойка есть. Есть все. У нас есть вытяжка, есть кофемашина, у нас есть холодильник. У нас очень много посуды, потому что у нас очень много гостей. Понятно. А это что у вас такое? Это живой? Это еще один наш житель, это наш Аркадий, хамелеон. Аркаша, иди сюда. Аркаша у нас вот тут начал облазить. Вот Аркаша. А он это не опасный? Нет, он добрый. Вот это вот, что у вас наверху? Это вентиляция. Откуда? По всему дому вентиляция. Притяжная идет. Приточно. Приточно. То есть, в принципе, можно все окна закрыть, и будет свежий воздух. Да. У нас Wi-Fi. Там, по-моему, 4 сим-карты стоит. Везде бы, где мы ни находились, у нас есть связь хорошего качества. Это наша спальня. Можно, да? Можно. Сетка от комаров, окно. Все как и гардероб. Точно так же здесь вот вытяжка стоит. А вот стены вот это, из чего это сделано такое? Ну, это вот панели. Все-таки вы видите, да, дом гуляет, он ходит, и вот эти вот панели. Серьезно? То есть, ну, конечно, это же все равно это конструкция, как мы же на воде постоянно, и нас постоянно вот так колышет, да, когда мы идем, так, или когда проносятся рядом лодки очень так, на мощной скорости, нас вообще вот так вот. Интересно, кстати. Мы же на лодке. Да, да. Вот, поэтому тут стены вот сделаны так, чтобы была возможность им... То есть это вот предусмотрено стики, это, чтобы принципе, они двигались? Да, чтобы они ходили. Они здесь, видите, затир, ну не затирка, это герметик. Герметик. Вот. У нас везде теплые полы. Круто. Но сейчас, так как уже потеплело, я практически все выключила. А в минус 30 тут нормально началось? Здесь очень тепло. В минус 30? В минус 30. Мы зиму пережили только с теплыми полами. Здесь было тепло. Вот, это наша душевая. Большая, полноценная стиральная машина с сушкой. А коммуналку вы платите какую-то?
Знаете, Вот когда здесь. мы стояли в Рояле, мы платили за стоянку, и у нас в эту стоянку входило 1000 киловатт. То есть есть, мы платили за стоянку да. 30, Так. это зимний С тариф. электричеством, естественно. Да, с электричеством в 1000, и плюс еще сверху 8, 12, 14. Вот так. Вот так, да. В зависимости от того, как мы потребляли. Дальше. Сауна, самое интересное. Шикарная сауна. Мы тут проводим банные церемонии. А вы специально прям делали сауну, столько места под сауну отдали? Специально, да. Хотя можно было еще одну комнату сделать. Какую-нибудь Можно там было. Кроватью двухъярусной. Ну, нам нужна сауна. Вопросов нет. Мы взрослые, у нас взрослые дети, поэтому мы предпочли, чтобы у нас была сауна. Здесь еще тепло Да. после вчерашнего Да. дня и пахнет травами. Так это можно прямо отсюда выйти и... Вот так вот Воду. мы и делаем. У нас есть лесенка, ныряешь, по лесенке выбираешься. Ну, есть ли вот какие-то моменты, которые бы вы хотели бы, может быть, сейчас доделать или переделать, или улучшить? Или вот все Мы нравится? в течение года, пока здесь живем, мы улучшаем, доделываем. Мы переделали окна. У нас окна были глухие в спальне и в ванной комнате. Мы сделали их открывающимися. Кондиционер хотим поставить, потому кстати. что, да, в доме у нас кондиционера не было. И прошлым летом мы купили переносной, Так. но его недостаточно. Сейчас, допустим, если у вас бы снова был выбор построить дом или купить плавучий дом, вы бы что выбрали? Если бы вставал вопрос дача или плавучий дом, однозначно плавучий дом. Серьезно? Серьезно. Кому что надо, мне не нужен огород. Мгм. Если я захочу, я посажу, вот у меня большая терраса, я могу посадить цветы, рассаду там. А так, это ж такая свобода. Где вот на земле увидишь вот такую вот, и получишь вот такую вот красоту, такое пространство. Круто. Ну, выходишь же, вот мы сейчас проходим здесь по району, и я смотрю, у всех ограды. Заборы, Все вот конечно. настолько огородились, чтобы их не видно было. Ну так их не видно, им ничего не видно. Тут вот красота. Круто. Спасибо вам большое. И удачи вам. Спасибо. И с кондиционером тоже. Сделаем обязательно. Спасибо большое. Спасибо. Ребятки, вот такая вот необычная история. Настоящий плавучий дом, причем не какой-то там демо-дом, образец, а вот настоящий дом, коммуникации подключены, люди постоянно живут, и более того, они провели там зиму и говорят, вполне комфортно. Теперь напомним ценник: 20 миллионов рублей. И вы такие: я сам построю дешевле. Ну, кстати, интересно будет посмотреть. Прямо сейчас однушка в Москве, без отделки, без ремонта, 10 миллионов. А тут целый дом, 60 метров, терраса наверху, это еще и к тому же судно. То есть при очень-очень большом желании можно куда-нибудь в море на нем уйти. Ну, кроме шуток, но вот по этой акватории можно плавать и ходить, прошу прощения, ходить вполне комфортно. 20 миллионов рублей, с удовольствием почитаем ваши комментарии. Среди наших подписчиков много тех, кто в этой теме разбирается. Очень ждем ваш комментарий. Желаем всем терпения и добра. Увидимся. Пока.